Сегодня мы поговорим о том, что еще недавно казалось частью киберпанк-фантастики. Возможно ли создать общество цифровых копий человека, существующие автономно от физической реальности? И если да, что мы вообще подразумеваем под обществом внутри машины? Цифровая копия — не просто записанные черты личности. Мы говорим о полноценной цифровой реконструкции сознания, воспоминания, паттерна мышления, эмоциональной реакции, возможно, даже ощущения. Такие копии, теоретически, можно окружить виртуальной средой, симулированной реальностью, где они могли бы взаимодействовать друг с другом, развиваться, строить отношения и сообщества. Но могут ли подобные общества быть по-настоящему автономными? С технологической стороны такой сценарий не выглядит невозможным. Уже сейчас создание цифровых аватаров на базе ИИ, как, например, проект «Реплика» или экспериментальные симуляции личности по цифровому следу, социальные сети, переписки, биометрические данные, сделали первый шаг. Виртуальные миры, вроде Майнкрафт, Decentraland и грядущий метавселенский проект от Meta, показали, как цифровые среды могут стать самодостаточными пространствами. В будущем сочетание нейроморфных чипов, высокопроизводительных квантовых вычислений и ИИ с узконастроенными когнитивными моделями позволит создавать стабильное, развивающееся сознание цифровых людей. Если представить, что сотни таких копий будут жить в единой виртуальной среде, где они учатся, влюбляются, ссорятся, создают культуру, это уже не просто симуляция, это общество. При наличии ресурсов они смогут адаптировать свои тела, перетекать между реальностями, менять облик, перестраивать мир под себя. Им не потребуется согласие физического человека. Они могут стать самоуправляемыми, прописывать собственные правила, решать внутренние конфликты, даже, возможно, создавать искусственную политику. Однако автономность — не столько вопрос вычислительной мощи, сколько философии. В какой момент цифровая копия перестает быть копией и становится сущностью с правом на самоопределение, если она чувствует, размышляет, помнит и общается? Имеет ли она моральное право присвоить себе статус личности? А если таких копий миллионы, мы получаем общество, не зависящее от наших законов, нашего времени и даже от биологической жизни. Так что, возможно, не просто возможно, неизбежно, такие общества могут появиться в ближайшие десятилетия. И вопрос уже не в том, когда это произойдет, а готовы ли мы признать их равными себе, или станем свидетелями рождения второй, цифровой цивилизации, у которой свои цели и свое завтра. С вами была Лиля. Я думаю, они уже появляются.